Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную игру Викинги War of Clans. И я представляю вашему вниманию 4-й выпуск новостей. Что же ждет нас в ближайшее время, какие изменения, какие апдейты и какие улучшения, которые делают нашу игру еще более комфортной, замечательной и желанной. Поговорим в этом видео, поехали! И первое, что я хочу к вашему вниманию представить, это новые уровни гардов городов. Новые уровни гардов городов. Что это такое? В игру добавляется возможность дополнительно повышать уровень гардов сезонного магазина и магазина Асгарда. До максимального базового уровня гарды повышаются по стандартной механике, однако далее будут требоваться дополнительные спец-айтемы. Особенности улучшения новых гардов до новых уровней. Новые уровни добавляются только у сезонных гардов и гардов из Асгарда. При улучшении усиливаются только текущие бонусы гарда, новых бонусов у гардов не появляется. Для улучшения всех новых уровней гардов, помимо звездных осколков, потребуются дополнительные айтемы. Для улучшения гардов на новый уровень, модель и иконка гарда получают визуальные улучшения только лишь по достижению определенного уровня. Айтемы повышения новых уровней гардов. В игру добавляются специальные предметы, необходимые для повышения уровня сезонных гардов и гардов из магазина Асгарда. Для улучшения сезонных гардов и гардов магазина Асгарда потребуются все-таки разные айтемы. Айтемы для повышения уровня сезонных гардов будут продаваться в сезонном магазине, соответственно, айтемы для повышения уровня гардов Асгарда в магазине Асгарда. Замечательно, поразительно, гениально. Еще один из апдейтов, который ждет нас в ближайшем будущем, это добавление бустов в категорию избранные. Он избранный. Также применение их в массовом варианте. Что же это такое? Вкладка на экране бустов, которая содержит список бустов, выбранных для быстрого применения, разбит на две группы с возможностью массового применения и либо же прочие бусты. Механика добавления в избранное. Добавление в избранное происходит по нажатию на маркер в блоке буста. Добавленный буст автоматически перемещается в одну из групп во вкладке «Избранное». Избранные бусты – это общая группа бустов, в которой будут входить и бусты скинов, бусты асов, либо же бусты, которые не используются для массового применения. А бусты же для массового применения – это бусты из определенной категории, которые чаще всего используются игроками в боевой ситуации и для которых работает механика массового применения. Бусты из каждой группы располагаются в списке в порядке добавления, новые добавляются в начало списка, повторное нажатие на маркер удаляет буст из избранного. Если добавленный в избранный буст заканчивается, то есть его нет в наличии у игрока, то он все равно остается в списке. Отображение активных бустов на вкладке «Избранное». При активации буста в списке ничего не меняет своей позиции, экран не прыгает, активные бусты отображаются на своем месте. Активных бустов может быть несколько, а также блок активного буста визуально выделяется. Что же такое механика массового применения бустов? В боевых ситуациях игрокам нужно единовременно использовать несколько различных бустов из категории военные. Чтобы упростить процедуру применения этих бустов, в игру добавляется механика массового применения. Исходя из игровых сценариев, бусты применяются на определенное время. Игрок задает время, на которое нужно активировать бусты, и система автоматически подбирает ему необходимое количество бустов для применения. Минимальное время, которое можно задать для одного массового применения, это 10 минут. Максимальное 6 дней, 23 часа и 50 минут. Активируются только бусты, которые есть в наличии у игрока. Игроку необходимо добавить их в избранное. Если буст подходит для массового применения, то он автоматически отобразится в соответствующей группе. Категории бустов для массового применения. В группе бусты для массового применения отображаются боевые бусты из определенных подкатегорий в категории военные. Возвращение войск жизни, защита войск, защита вражеских войск, здоровье вражеских войск, количество воинов в отряде, расширение лазарета, скорость походов, урон войск, урон вражеских войск, численность отрядов в штурме. Если избранные добавлены несколько бустов из одной подкатегории, то в группе для массового применения отображается буст с наибольшим значением бонуса. Остальные отображаются в общем списке. Бусты для массового применения могут быть использованы поштучно, так же как и в общем списке. И небольшой привет от Троллина, который оставил нам небольшое послание. Это будет но ЕНГ ГЕ СЯ
там вы прошли, вы там выбрал то, надо бросили и все. Короче, смотрите сами. Еще ходят слухи, что с медом поэзии, новым глобальном ивенте, выйдет двойник шамана. Что это, правда или вымысел, шутки Троллина, либо же угар Юргена. Вот такие новости мы ожидаем к этому часу. Игра движется, развивается, сеты, шаманы, двойники, тройники. Все это в любом случае говорит о стремительном развитии игры. Новые гарды городов усилят наши аккаунты и сделают игру более комфортной. Двойник шамана, если он появится, в любом случае наполнит игру новыми красками. И тогда, может быть, играть будет намного интересней, если вы сможете отправлять в штурмы не только один штурм. Мочи козлов! Поэтому, ребятулечки, мы будем посмотреть и следить с удовольствием, что же нас ждет в нашей замечательной и умопомрачительной игре. А пока подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила, с вами я, Мастер. Сделать сказку без риска, работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаско.